Я хочу представить вам летнюю модель детских пинеток. Сандалики выполнены в темных тонах и на липучках. Очень удобные. Задник открытый. Для такой модели мне понадобится не очень много материала. Даже нитки. Это хлопок. Называются Патриция. В 100 граммах 550 метров. Нитки тонкие. Буду вязать 2 нити. Крючок номер 2. Это основной крючок, которым я буду вязать полностью весь сандалик. Крючок меньшего размера я буду использовать для того, чтобы спрятать хвостики. Также мне понадобятся даже ножницы. Тонкая игла. 10 белых бусинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всего мне понадобится 20 штук. Также мне понадобится кусочек липучки и клей для того, чтобы приклеить эту липучку. Сандалики я буду вязать с подошвы. Подошва у меня уже связана. Наметила центральные 16 петель. Начинала я отмечать от середины. Ориентировалась я по внешней стороне подошвы. Подошва у меня связана из 17 воздушных петель с мягкой прослоечкой, с двух сторон провязана. Я наметила центральных 16 петель. С одной стороны будет 7 петель, с другой стороны будет 8 петель, не считая вот этой петли. Вывязывать я буду вот именно с этих петель, которые я наметила. Наберу 19 воздушных петель. 1, 2, 18, 19. Противоположную петлю, помеченную ниткой, ввожу крючок с лицевой стороны. Провязываю соединительной. Еще одна соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаю провязывать 18 петель. Цепочку всегда немножко сложно. Вторая, 17, 18. В следующую петлю вяжем соединительную. 1 и 2. Разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Теперь я буду прибавлять 18 петель в работе. Мне нужно прибавить еще 6 петель для того, чтобы было в работе 24 петли. 3 и так далее. С этой стороны я уже прибавила одну петлю, значит в конце ряда должно быть 19 петель. Теперь у меня 19 петель. С лицевой стороны ввожу крючок в следующую петлю. Делаю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Мне нужно провязать до 24 петель в работе, прибавляя с каждой стороны по одной петле. Я провязала 7 рядов в высоту, прибавила петли, начинала с 18 и сейчас в работе у меня 24 петли. И буду вязать дальше еще 4 ряда, не прибавляя петель. Первая соединительная петля, теперь уже можно ее плотлю делать. Вторая соединительная петля, разворачиваю вязание и начинаю вязать с третьей петли. Мне больше петель прибавлять не нужно. Я набрала нужное количество петель. И теперь только буду продолжать вязание для того, чтобы передняя часть сандалика была нужной мне длины. С этой стороны я уже не прибавляла. Теперь буду провязывать до конца 2 соединительные петли и с третьей петли буду вязать изнаночный ряд. Так мне нужно всего провязать 11 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И плюс вот этот ряд. 11 рядов. 1, 2, 3, 4. Это 9 ряд. До 11 ряда еще 2 ряда. Итак, я провязала 11 рядов в высоту. 24 петли в работе. Закрываю этой последней петли, которую мы провязывали. Соединительной петлей обрезаю. Вот эту часть буду делить. Мне нужно центральные 12 петель. 24 минус 12 это будет 12. И 12 поделить на 2. 6 петель от края буду начинать вязать серединку. Мне надо нанизать бусинки. Я покажу, как это делается. Беру обычную иголку, делаю узелок, разъединяю нить. Вставляю мою нить, которую я буду вязать.
и начинаю нанизывать. Мне нужно провязать всего 4 ряда, поэтому мне нужно всего лишь часть бусин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всего 7. Следующие вот эти 3 бусины, они будут уже вывязываться в процессе вывязывания хлястика. Я сейчас буду набирать 7 бусинок, которые мне понадобятся для вязания. 2, 7. 7 бусин. И спокойненько их протягиваю. Первый лицевой ряд будет провязываться без бусин. Бусины я буду ввязывать с изнаночной стороны. Мне нужно 12 петель центральные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 11, 12. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы ровно на середине. Петля подъема. С изнаночной стороны я буду одновременно убавлять петли, для того, чтобы центральная часть у меня была трапецией. Первую петлю пропускаю и вяжу со второй, но буду считать ее как первая. Первая. Вторая. Беру бусину, подвожу ее и провязываю следующую петлю. Вот таким образом. 1, 2. Я буду чередовать через 2 петли. Вновь бусина. 1, 2. Вновь еще одна бусинка. 1, 8 петля. И вот мы почти закончили. Эту петлю пропускаю и провязываю последнюю, так как мы убавляем с 2 сторон. Петля подъема. Плотненько сидят, очень красиво. Провязываю лицевой ряд без изменения каждую петлю. У меня уже в работе 10 петель, так как я убавила с изнаночной стороны. Убавила с изнаночной стороны 2 петли и ввязала 4 бусины. Два, 4, 6, 8, 10. Разворачиваю вязание и вновь буду убавлять. Буду начинать со второй петли. Буду считать ее как первая, вторая, для того, чтобы мне удобно было с бусинками разобраться. 1, 2. Еще одна бусинка. Плотненько ее подвожу к краю, прям к основанию. И вот последняя бусина. Подтягиваю. Петлю пропускаю, последнюю провязываю. Вот что получилось. Вот эту часть подъема я уже закончила. Следующие бусинки будут ввязываться тогда, когда я буду обвязывать хлястик. Закрепляю петлю последнюю и обрезаю. Теперь я буду вывязывать вот эти стоечки. Состоят они из 5 петель. Высоту 8 рядов. Расстояние от вот этой части до стоечки будет 5 рядов. С 6 ряда я начну вывязывать стоечку. 1, 2, 3, 4, 5. С 6 начинаю. 1. И вот в эту же петлю еще раз 1, для того, чтобы сформировать петлю. 1, 5. Вот все 5 петель. Разворачиваю вязание. 1, 5. Вот так мне надо в высоту провязать 8 рядов. С этой стороны точно так же отступаю 5 петель и с 6 петли провязываю 5 петель. Точно так же. Они должны быть симметричны друг к другу. 2 стоечки. Вот видите.
Потом они будут в процессе обвязываться и станут немножко толще. Теперь я буду собирать вверх вот этот хлястик и ввязывать вот эти боковиночки. Но для этого мне нужно вновь добрать последние 3 бусинки. 1, 2, 3. Я связала пинеточку на левую сторону. Теперь мне надо связать на правую. Я покажу, как это делала я на левую сторону. Я предварительно набрала 13 воздушных петель. 1, 11, 12, 13. Отрезанную нить прокладываю вдоль вязания и ввожу крючок. И начинаю вязать, как обычно. Это будет у меня левая пинетка. Вот, провязала центральную часть и набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же прокладываю нить отрезанную вдоль вязания, ввожу крючок и провязываю все остальные петли до конца. Теперь осталось с этой точки вот до этой точки пройти. Нужно набрать 16 воздушных петель. 1, 2, 15, 16. Я набрала 16 петель, но в работе будет 15, потому что вот эта петля последняя, она уходит вот в эту боковинку. Это значит, у меня на задней части пинетки 15 воздушных петель, на хлястик у меня 12, потому что 13 ушла в вязание, а здесь 5, это шестая петля, вот ушла вот в это вязание. У меня 16 петель по бортику, но набрала я 15, потому что убавила вязание на одну петлю. Вот у меня начался вывязываться полностью круговой хлястик. Это при условии, что я буду вязать левую пинетку. 3 бусинки у меня будут провязываться с изнаночной стороны. Вот здесь вот, когда я буду возвращаться. Правую пинетку я начну в зеркальном отображении, вот как раз вот с этой части. И буду в обратном направлении идти. Если я шла вот отсюда, вот сюда, то теперь я буду вот отсюда, вот сюда идти. Первая петля, мне ее надо сделать как петлю. 2, 3, 4 и 5. Провязываю 16 воздушных петель. 1, 2, 15, 16. Забираю вот эту часть, вот эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мне нужно вот эту перемычечку. Набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяюсь теперь вот с этой петелькой. Вяжу до конца. И теперь я наберу 13 воздушных петель. 1, 2, 12, 13. Вот посмотрите, что у меня получилось. Вот один хлястик в эту сторону, а другой хлястик вот с этой стороны. Теперь я начинаю провязывать в обратную сторону, изнаночный ряд, со второй петли, и начинаю все воздушные петли собирать. Каждую петельку провязываю. Вот это последняя петля. И теперь начала с изнаночной стороны. Ориентируюсь, где мне нужно приложить бусину. Вот она, одна. 1, 2. И вот вторая. Бусинки на месте. Треугольничек будет. Вяжу дальше. 5 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4 и 5. С изнаночной стороны провязываю 5 столбиков без накида. И теперь здесь у нас должно быть 15. 1 и так далее. Мне нужно 15 петель. Вот я довязала до конца, разворачиваю вязание и продолжаю провязывать. Петля подъема. Здесь вы уже сами можете регулировать хлястик, какой толщины вы его хотите сделать. У меня сделано 2, 4, 6 рядов. Провязано 6 рядов. 4 ряда у меня поворотными, лицевой и изнаночный ряд. И последние 2 ряда связаны только лицевыми. У меня осталась последняя бусина, которую мне надо ввязать, чтобы получился треугольничек. Сначала я провяжу лицевой ряд до конца, а уже в изнаночном ряду буду ввязывать последнюю бусинку. Вот я перешла теперь хлястик, довязываю хлястик, петля подъема, разворачиваю вязание, и теперь я буду ввязывать последнюю бусину. Точно так же буду ориентироваться между двумя бусинками, чтобы она была ровно посередине. Еще одна петля, да, вот она середина и последняя бусина. Я провяжу вот до конца, вернусь и начну обвязывать. Обвяжу полностью в круговую пинетку, а потом соединительными петлями соберу ее полностью в круговую, для того, чтобы вязание не растягивалось. Я думаю, такую работу уже окончательную сможете сделать вы, так как уже фактически сандалик готов. Я довязала пинетку, полностью ее по кругу обвязала. Вверх пинетки у меня получился 6 рядов по всем открытым частям. Помимо того, что я провязала, я обвязала еще соединительными петлями. Сделала увеличенный бортик для того, чтобы пальчики и пяточка не выбегала из пинет. На двойной подошве она очень гибкая, в то же время она стабильная. Вот такая симпатичная пара сандаликов на лето у меня получилась. Я желаю вам легких петелек, великолепной пряжи и будьте здоровы!